Это было полгода назад. Я потеряла свое сердце. Здесь, в горах Дагестана. Я не могла не вернуться. И вот я снова отправляюсь в Дагестан. Точнее, уже не я, а мы, сестры, в Дагестане. Мы должны успеть выпить кофе в Верхнем Гунибе. По рекомендациям, самый вкусный кофе. По рекомендациям нашего водителя Шамиля, кофе в Верхнем Гунибе самый вкусный. Тем более, что мы обещали водителю вот этому. Но нельзя не попробовать теперь этот кофе. Хотя, если сегодня не достанем, завтра же тоже мы можем. Сегодня и завтра. Спускаясь с горы Маяк, мы таки решили не терять времени и снова поймать машину, чтобы успеть попробовать кофе у Абдуллы, который нам порекомендовали. А вот, кстати, и он, знакомьтесь, Абдулла, варит вкусный кофе без химозных сиропов. Летом мы нашли его кофемашину в Верхнем Гунибе, а зимой грузовичок перемещается в соседний район. Все условия для своих самых красивых свиней. Вау! Вот это Тут все, что сервис! все как надо. Намочу. Так, каждый пальчик. Все ради Урбича. Да. Бойтесь, не бойтесь. Ну я просто вода не жалко, закончится. просто да, вот что там У закончится. меня еще бутылка есть. Такой насыщенный. Это прям вот кофе, ты прям чувствуешь. Ты не чувствуешь молоко или что-то. Он прям супер яркий. Все, с супер... вас 5000. Это сделал он. Это я сделал. Реально, очень вкусный кофе, правда. Отлично. У вас тут прям сервис 5 звезд. Полезное с приятным. Короче, променяли мы бесплатный путь домой. Ехали автостопом в маршруточке с ребятами, которые в клубе приключений состоят. Они с палатками, все такое. Нас в итоге подвезли, и мы могли спокойно доехать до дома, по сути. Там нам пройти оставалось совсем немножко. Но мы решили, что кофе, который мы пообещали прийти попробовать, гораздо важнее. И поэтому мы высадились ради кофе, собственно. Но это было все не зря. Во-первых, обещание выполнено. Во-вторых, это был просто самый потрясающий кофе, который когда-либо я пробовала. Честно, без преувеличения. Кофе просто великолепный. Он с Урбичом. И... муа. Ну, а теперь мы идем пешком, собственно, обратно. Вкусный кофе, но пешочком. Спасибо. Еда как? Нормально здесь? Еда вкусная, живет и Только всегда. тяжелая, да? Ну да. Вот. Но очень вкусно. Я просто каждый день ем ботишич. Вот сейчас на развилке, вот мы сейчас выйдем. Да. Ага. Это очень у вас все вкусное. Абрикосовая Ага, вот каша здесь. такая, прям вау. У нас же нету такой в Москве. Автостоп удался. Это нормально вообще? Абрикос падает, просто дерево. Давай. Как мы оказались в этом номере? Нас просто выгнали. Очень гостеприимная хозяйка, но нас выгнали. Мы забронировали одну ночь в этом номере. И потом поняли, что все-таки хотим ночевать в Гунибе 2 ночи, но здесь уже не было мест, и поэтому нам пришлось искать еще один гостевой домик. И оказалось, что он был настолько классный, красивый, с очень доброжелательной хозяйкой,
И они сразу нам предложили остаться там у них на 2 ночи. Но Мучились целый день, что же нам делать, отказываться от этого номера, оставаться, не оставаться. почему мучились-то? Ну, мучились, потому что здесь как бы, да, уже была внесена предоплата, вот, которую нам могли, собственно, не вернуть, и, скорее всего, бы и не вернули, вот. И здесь вроде бы как классный ремонт, да, там современный и так далее, но там нам очень нравилось расположение, вид на село Гунип, и вообще, в принципе, пространство, все, да, потому что здесь просто номер, а там как бы у нас и комнатка, и гостиная, и веранда, и кухня, и, в общем, все у нас там есть. Почему абрикос валяется? Потому что я его уронила. Хозяйка, Блин, абрикос. вечером хозяйка принесла нам чудесный ужин. Поэтому да, мы поняли, что мы остаемся. Но мы просто не можем не остаться. И, собственно, мы целый день гуляли по альпийским лугам, наслаждались природой и думали, что благополучно вернемся в этот дом. Но Хозяйка сообщила нам о том, что она забыла о том, что ну, должны приехать другие гости, постояльцы, вот, и получается, что нам нужно съезжать и освобождать для них место. Сокращая все подробности, скажу, что вся эта ситуация показалась нам немного странной, но в итоге мы быстро кидаем вещи в чемоданы и в ночи едем в этот самый номер, который забронировали изначально. Я бы и забыла про все это, но водитель такси, которому мы рассказали о случившемся, сказал, что сейчас много всяких аферистов, и они могут так делать, разводить туристов. В общем, от этих слов нам, конечно, стало неприятненько. Совсем не хочется думать, что нас обманули. А что вы думаете по этому поводу? Лично мне хочется верить людям и не искать в них какого-то зла или подвоха, поэтому говорим спасибо этому дому и едем в следующий. Заселяемся. Саша, куда мы заселяемся? Ну-ка. Номер. Покажи нам, куда мы заселяемся. Красивый номер с современным дизайном, вот прям как я люблю. Мы очень хотели здесь переночевать, ну и судьба дала нам эту возможность. Красивый интерьер, и самое крутое, зачем мы сюда ехали, это ванная, которая с виду просто офигенская. Но, как оказалось, только с виду, но об этом чуть позже. Мы сразу пошли на ужин. Интересно, что общее пространство здесь выполнено в национальном стиле. Довольно необычное получилось сочетание современности и традиций в одном флаконе. Музыкальные инструменты, много деталей, так все уютно и тепло. Накормили нас вкусно, я вот тут красиво ем на камеру, пытаюсь красиво налить чай, и с этим чаем мы сидим на веранде под шум реки, с пледиками, на качелях. В общем, вечер такой хороший получился. Но, как говорится, утро вечера мудренее. Утро началось не весело, потому что мы остались без воды. И даже после того, как нам включили насос, это была просто тоненькая струечка, с которой даже руки нельзя было нормально помыть, не то чтобы вот даже голову. То есть это вы бы видели, как я мылась, но это полный трэш, я вообще молчу об этом. Мы попросили нам принести фен, но он оказался сломанный. Попросили еще один, и это вообще чей-то личный фен оказался, насколько мы услышали. Плюс еще вот это окно на нашей крыше, оно закрыто, соответственно, никакого вида на красивое небо у нас нет. Скорее всего, сделано так, чтобы ты просто не испепелился с утра, да, от солнца, которое будет светиться в лицо, но в таком случае можно было сделать хотя бы в другом месте, это как-то... Ну, то есть это просто еще один минус к номеру, то есть, ну, как-то грустно. Мы обсудили эти косяки с персоналом и пошли завтракать. Что-что, а веранда здесь бомбичная. Сидишь на качельках под теплым солнышком, а внизу река шумит. Просто блаженство.
А вот завтрак здесь нам показался довольно скромным, ну, по сравнению с тем, что нам предлагали в других гостевых домах, где было в 2 раза дешевле. Что ж, плюсы и минусы есть везде. Мы рассказали, показали, а жилье выбирать вам. Ссылку на этот гостевой дом оставляю в описании. А мы направляемся в село Чох, и я жду не дождусь, когда на пути мы увидим прекрасные чохские террасы. Вот это чудо люди творили своими руками, без машин. Похожими террасами славится Вьетнам и подобные страны Азии, но кто бы мог подумать, что такое можно увидеть здесь? Такие сочные зеленые краски, ты прямо наполняешься энергией. Но не стоит думать, что красиво здесь только летом. В осеннее время года эти террасы выглядят по-своему прекрасно. Сегодня мы ночуем в домике в Чохе. Называется гостевой дом у шерифа. И мы выбрали этот дом из-за этой прекрасной веранды. Здесь можно выйти на веранду даже через окно. Вот такая классная гостиная. На стене карта Дагестана. Люблю такие штучки. Здесь кухня и все необходимое. А в душе даже полы с подогревом. Я осталась очень довольна и с радостью буду рекомендовать этот дом. А теперь пойдемте покажу вам Чох. Один из самых древних аулов горного Дагестана. В самом Чохе не то чтобы много достопримечательностей, я просто хотела побывать здесь, чтобы прогуляться по этим улочкам, окунуться в атмосферу горного аула. Архитектура домиков, стоящих один над другим, вызывает во мне что-то теплое. Люблю я такое, нравится. Из каких-то исторических фактов точно и наверняка могу сказать только то, что здесь родился Али Алиев, первый российский пятикратный чемпион мира по вольной борьбе. Нашумевшей звездой села является этнодом. Это дом в традиционном стиле, который был восстановлен и переделан в гостиницу, в которой сохранились традиционные элементы быта. Хозяин буквально вдохнул жизнь в пустеющее село, вызвав немалый интерес у туристов. Мы тоже хотели переночевать в этнодоме, но не смогли забронировать места даже за 2 недели до поездки. И все же обойти этот дом стороной я не могла. Мы заранее позвонили в этнодом, чтобы узнать, можно ли там поесть. Но когда пришли, нас поставили перед фактом, что придется подождать, потому что в первую очередь обслуживаются гости этнодома. Странно и жаль, что нас не предупредили об этом по телефону. Мы согласились подождать, но у 2 кухарок явно не хватало рук обслужить всех гостей. В итоге мы просидели в ожидании ровно 40 минут. Я считаю, это слишком долго. Мы потеряли много времени, и настроение наше тоже куда-то потерялось. В общем, интерьер здесь красивый, конечно, но с обслуживанием как-то не очень получилось. Снова идем, снова подъем. Там находится полузаброшенное село Куриб. Но наша главная цель на сегодня – Гамсутель, еще один заброшенный аул-призрак. Гида у нас нет, так что довольствуемся фактами из Википедии. По данным ученых, примерный возраст села составляет 2000 лет, однако заброшенным оно стало совсем недавно. В 2015 году скончался его последний житель, и именно к нему в гости мы сегодня отправимся. В начале пути можно сесть на лошадь и добраться до вершины, так скажем, налегке, но кто смотрел предыдущие серии, помнит, что с лошадьми я больше не дружу. Ну и мы не ищем легких путей, так что ножками.
На территории села находили артефакты различных эпох и религий. Это христианские кресты, это надгробия с надписями на персидском языке, и на фасадах домов также можно различить арабскую вязь. Пока мы идем в гости к последнему жителю Гамсутля, мы попадаем на очень крутую локацию. Рядом с ней всегда очередь, так что снимать нужно быстро и четко. У меня не получилось даже с 5-го раза. Так что покажу вам свою осеннюю версию. Эта дверь в горы просто бесподобна, словно телепорт в другой мир. Дальше движемся по обрыву. По главной улице, между прочим. Да-да, другого пути здесь нет. По дороге я подслушала местных и узнала, что на 1-м этаже держали скот. И это было неспроста, ведь тепло от животных поднималось наверх и согревало верхний этаж, где жили люди. Только вот потом их не стало. Эпидемия холеры погубила большую часть населения. Мы подходим к дому Абдулжалила Абдулжалилова. Этот человек до конца своих дней в полном одиночестве жил на земле своих предков. Чая нет, но, как говорится, проходите, гостем будете. Мы обошли только малую часть. Целый день можно здесь провести, конечно. К одному в гости зайти, к другому. Кому дальше пойдем? Саш, мы где? Мы в Дербенте. Нас развели на базаре просто. Это такое величие. Маша пошла играть в волейбол. Нас угостили конфетками.